Всем огромный привет! Мне в санузел понадобился коврик взамен старого изношенного. И, естественно, я буду делать его своими руками. Идею, как сделать коврик такой, я подсмотрела на просторах интернета, но и немножко ее усовершенствовала. И этой идеей хочу поделиться с вами. Мне понадобится вот такая противоскользящая сетка для ковров и нитки для ручной работы Alize Puffy. И смотрите, вот есть еще нитки такие Alize Puffy Fine, у них вот эта петелька в 2 раза меньше, чем просто у Alize Puffy. И мне вот, допустим, такие нитки не подходят, потому что рисунок из нее получится очень мелким и невыразительным. Коврик у меня будет двухцветным, по канту пойдет нитка вот такая вот более темного бордового цвета, а посередине будет такой насыщенный розовый цвет. Суть той идеи, которую я подсмотрела в интернете, не нова, наверняка вы все встречались с ней. Заключается она в том, что берется эта противоскользящая сетка и в ячейки вставляются петельки нитки. И когда заполняется ниткой вся сетка, смотрится это, конечно, безусловно, красиво и эффектно, но, на мой взгляд, совершенно ненадежно, потому что основа с ниткой никак не закреплена. И когда вы положите в стиральную машинку такой коврик, то вы достанете оттуда просто клубок ниток и основание под ковер, потому что во время отжима, даже во время стирки, посмотрите, что может произойти. Она легко вынимается из ячеек. Ну и так далее. Вот и все. Этот элемент отдельно, этот элемент отдельно. Поэтому такой вариант одноразового коврика меня совершенно не устраивает. Я хочу, чтобы та вещь, в которую я вложила время и настроение, не только радовала меня, но еще и служила очень долго. Поэтому я скреплю основание с ниткой. Делать я это буду простым способом. Я заплету из петелек косичку. И смотрите, что получается. Во-первых, сам коврик будет смотреться совершенно по-другому, красивее. А во-вторых, это самое главное, нить, получается, будет закреплена за основу. Ну и так дальше по всему кругу. Размер сетки у меня 1 на 60 сантиметров. Я обрезала ее под необходимый мне мой размер и обрезаю неровные края по всему периметру сетки. Посмотрите, как я выровняла периметр. Я не в самый край обрезала ниточку, а немножко давала отступ. Делала я это для того, чтобы во время работы, когда будем продевать в крайнюю ячейку нитку, Alize уже Puffy, ячейка не лопнула и не разорвалась. Начинать работу можно, в принципе, с любой стороны, но обязательно с уголочка. Я начала с короткой стороны. Так как обрабатывать край я не планирую, да, это и не нужно, то буду вдевать петельки в самые крайние ячейки без отступа. Это позволит мне закрыть край подложки, и коврик будет смотреться цельно и аккуратно. Вдеваю петельки в ячейки и продвигаюсь по кругу. Смотрите, эти коврики противоскользящие бывают с разными ячейками. У меня ячейка размером сантиметр на сантиметр. И чтобы коврик, так как нитка объемная, чтобы коврик не получился очень плотным, некрасиво будет тогда, если заплести, он пойдет волной, очень будет плотно и некрасиво, то мы идем, вдеваем эти петельки через одну ячейку. То есть вот вдела я в эту ячейку, а эту уже пропускаю и вдеваю уже в следующую. И так по всему кругу. А назад мы будем возвращаться тоже. Один ряд пропустим и будем идти по вот этому вот ряду. После того, как я прошла один ряд, я выравниваю петли. Беру их и просто вот таким вот образом натягиваю. Делаю я это для того, чтобы потом рисунок был равномерным. После того, как я вдела петельки по всему периметру подложки, я начинаю заплетать косичку. Начинаю плести петельки с того края, с которого начинала вдевать нитку в ячейку. И делаю это таким образом. Каждую последующую петлю я беру и вдеваю каждую предыдущую. И вытаскиваю ее наружу вверх. Теперь беру следующую петлю и вдеваю уже в вытащенную петельку. И снова ее продеваю.
И опять предыдущую петлю, то есть последующую петлю в вытащенную предыдущую. И протягиваю. И так иду по всему периметру. Делаю я это сразу для того, чтобы просто потом в общей массе этих петелек не запутаться, что-нибудь не пропустить. Ну, просто так удобнее. По ходу дела поправляю петельки, чтобы рисунок был более ровный и красивый. На бордовый кант у меня ушло почти 2 мотка ниток. Я дохожу до уголочка, с которого начинала, и останавливаюсь. Сейчас буду пускать сюда уже розовую ниточку. Освобождаю одну петельку, которая дошла до уголочка, и вынимаю ее. На это место пойдет розовый. Нитку я не обрезаю. Так, и берем сюда. Отправляем вот так, здесь идет бордовый, сюда пускаем розовую ниточку. И сейчас объясню, для чего я так сделала. Для того, чтобы не было здесь неровного уголка. То есть сейчас мы делаем вот таким вот образом, и у нас уже пойдет ровно, строго с уголочка этого розовая нитка. И уже идем так через одну. Бордовую нить, которая у меня осталась, я еще не обрезаю, потому что я хочу сделать небольшой градиент. То есть у меня будет здесь идти розовый ряд, потом я пущу снова бордовый ряд, и потом уже будет идти розовый квадрат полностью. Вот тогда я обрежу. Дошла я розовой ниткой до уголочка снова, с которого я начинала. Не довожу до конца одну ячейку, то есть вернее здесь их 3, но так как я делаю через ряд, то получается 1. Сейчас вот в эту ячейку я запущу бордовую нить. Выглядит это вот таким образом с обратной стороны. Вот эта нитка наша. Так, где здесь? Вот эта ячейка. Сюда запускаю, вывожу, и уже пойдет по этому ряду бордовая нитка. Розовую нитку я тоже не обрезаю, потому что она мне нужна будет уже потом для заполнения квадрата, то есть вернее не квадрата, а прямоугольника этого. И вот таким образом через одну даю еще ряд бордовой нитки. Заполняю последний оставшийся ряд. И заплетаю в этом ряду последнюю оставшуюся косичку. Эту петельку я продеваю на изнаночную сторону и вытягиваю ее таким образом. Обрезаю лишние нитки и завязываю ее.
Размер коврика получился у меня 55 на 90. Ушло у меня 3,5 мотка, 2 бордовых и 1,5 розового. Мотки по 9,5 метров. Вот такая красота у меня получилась. Делается коврик буквально за несколько часов. Получается очень красивым, прочным, надежным, который не развалится в стиральной машинке за один раз. И плюс еще получается хорошая экономия. И сейчас он отправляется у меня служить по назначению. Друзья, если вам понравился мой коврик, не забывайте оценивать его лайком, подписывайтесь на наш канал. Я на этом с вами прощаюсь. До новых идей. Всем пока!